Бассейн памяти открывается над головой ученых, когда уверенная тишина подводного мира расшатывается ритмом странной музыки. Радостные свисты, щебет и непрерывные щелчки. Они — звуки, которые ранее казались случайной игрой пузырьков, но теперь превратились в дорогу к пониманию. В лаборатории на дне океана ученые выстроили систему подводной аудиосвязи между матерью-дельфином и ее детенышем. Зачем? Чтобы узнать, как дельфины узнают друг друга не лицом к лицу, а через акустические сигналы, как песня, которая не требует зрительной дороги между двумя сердцами. В первые месяцы эксперимента дельфины начали общаться, не видя друг друга физически, но узнавая голоса через динамики, встроенные в акустическую сеть. Голос матери отзывался в динамиках детеныша. Детеныш отвечал золотистым эхом, словно улыбка, которую можно услышать. Так родилась новая история. История о том, как язык дельфинов рождается из волн и как звук становится мостом между существами, которых мы пока не видим. Язык дельфинов — это не набор слов, а целая палитра сигналов. Фирменные свистки, характерные для конкретного вида, меняются в зависимости от ситуации. Зов на поиски пищи, сигнал тревоги или приглашение к участию в совместной охоте. Дельфины общаются через сложные звуковые сигналы, которые складываются в короткие фразы, намеки и музыкальные мотивы, подобные импровизированной торжественной песне океана. Ученые уверены, через тысячи записей за десятки лет можно приблизиться к пониманию языка дельфинов, если удастся расшифровать их ритмы, интонации и контекст. Но даже после многих лет анализа и сотен архивов реальная лингвистика дельфиньего языка остается загадкой. Сигналы переплетены с жестами тела, позами плавников и изменением акустического окружения. И все же подводная аудиосвязь показала, что матери и дети учатся голосам друг друга не через зрение, а через доверие к голосу, к тем волнам, которые проходят мимо их сердец и ушей. У дельфинов самая обширная звуковая палитра среди животных. Но тысячи часов записей не приблизили ученых к разгадке полного языка. Структура звуков сложнее любой человеческой грамматики, гибче любого словаря. Вся эта палитра напоминает океан, где каждая волна несет не просто шум, а смысл, который надо распутать. Коммуникация дельфинов построена на нескольких слоях. Эмоции, обмен новостями, предупреждения об опасностях. Они могут одновременно общаться в разных стилях, используя позы тела, хлопки челюстью и контекстные звуки. В группе дельфины распределяют задачи, предупреждают друг друга о выходах из-за горизонта, координируют маневры охоты. Это не речь в нашем смысле, но это язык, который работает так же точно и непрерывно. Дельфины — млекопитающие, которые рождают детенышей и кормят их молоком. Новорожденные дельфины рождаются с волосками на клювах, которые исчезнут в первые дни после рождения. Маленький знак, напоминающий об их млекопитающей сути. Эволюция дельфинов шла обратно от амфибий к водным млекопитающим, что отразилось в их удивительной способности жить в водной среде и развивать интеллект, близкий к человеческому уровню в определенных аспектах. Интеллект дельфинов входит в список самых впечатляющих у животного мира. Их мозг большой, жизнь долгая, они демонстрируют эмоциональность и самосознание, которое можно наблюдать в экспериментах с зеркалом. Их поведение перед зеркалом указывает на уверенность и способность распознавать себя. Еще одна подсказка к сложности их внутреннего мира. Эхолокация – ключ к жизни дельфинов. С ее помощью они находят сородичей, добычу и врагов на больших расстояниях. Некоторые виды даже способны выключать половину мозга во время сна и контролировать ситуацию одним глазом. Это удивительный биологический факт – сон. Не просто отключение таза, а активная мозаика, где часть мозга остается на страже. Лягушки с когтями и прочие истории из мира биологии напоминают, что природа любит сюрпризы.
Гарвардские биологи нашли лягушек с когтями, которые ломают кости, чтобы выпустить когти, пробивающие подушечки пальцев. Грандиозный механизм когтей в 9 из 11 видов этого рода в Камеруне. Пример того, как удивительно и причудливо может быть эволюция. Пчелы и их укус. Некоторые из них могут вытащить жало и выжить. Их роль в опылении неоспорима, а сам укус – крайняя мера. Регенерация у рыб и ящериц. Мексиканская тетра способна регенерировать ткани сердца. Ящерицы с сложной головой используют шип для обмана хищников. Мир вокруг нас полон тайн и удивительных адаптаций. Мухи и пауки. Глаза мух на стебельках дают отличное зрение, позволяя демонстрировать силу. Дарвинова паучья сеть из Мадагаскара прочнее кевлара и шелка в разы. Сила навозного журавля, который может тянуть груз в 1114 раз больше своего веса, и поведение горных козлов с эластичными подушечками на копытах – все это часть великого полотна природы. Альпийские горные козлы – эволюционная история о том, как выживать на вертикальных стенках скал. Рак-щелкун создает мощный водяной импульс, который оглушает добычу. Многоножки выделяют синильную кислоту, и при контакте с человеком это может быть опасно, но не смертельно во всех случаях. Множество звуковых легенд и акустических феноменов. Вороны способны считать вслух до 4 и планировать наперед натренированные вороны, умеющие выдать крики в ответ на символы и сигналы. Гигантская акула-левиафат выглядит пугающе, но не опасно для людей. Гигантский гидробионт-фильтратор, похожий на усатых китов, без зубов, но с мощными пастями. Летучая мышь-листонос безобидна, но ее мордочка и листья теотоосистия подсказывают, как природа создает необычные адаптации. Гигантский гавиал. Плотоядная рептилия, застенчивая перед людьми. Численность не более 1000. Крот-звездонос. Необычно движущийся нос. Путь к поиску пищи. Песчаная тигровая акула – уязвимая рыба, не склонна к нападению на человека. Мола – ящерица с рогами на спине, безвредная. Жгучие пауки – страхи и любопытство к ним. Голые землекопы – близкие к кроту под землей. Мадагаскарская руконожка – ночной охотник. Длинные пальцы помогают в поиске пищи. Зеброид и зонки – гибриды зебры с лошадью, коричневые или серые. Особенная история в африканских саваннах и лесах. Тираннозавр рекс – скорость около 16 км в. Детеныши милые, пушистые, с перьями. Аргентинозавр – самый большой наземный динозавр, до 40 метров в длину и 20 метров в высоту. Ютиранус хуале – крупный пернатый. Сон китов и дельфинов – это отдельная глава. Киты спят вертикально, кашалоты дремлют 10-15 минут, почти не дыша. Дельфины уходят в глубокий сон, отключая половину мозга и один глаз, чтобы быть готовыми к всплытию. Особенности синего кита – самый большой зверь на планете. Длина до 30 метров, вес почти 200 тонн, сердце размером с автомобиль. Зов синего кита может достигать 180 децибел, сопоставимо со звуком реактивного самолета. Медузы – 95% воды, без сердца, крови и мозга. Существуют сотни миллионов лет, и даже космические эксперименты не разрушили их базовую форму. Гренландские полярные акулы и кашалоты – полярная семья, которая проводит жизнь среди льдов и волн, поддерживая друг друга. Электрические угри заполняют роль энергетических аккумуляторов и навигационного инструмента. Рыбки-брызгунчики могут распознавать человеческие лица и отвечать на знакомые лица, выплевывая воду по знакомым сигналам. Белые акулы и миграции – длинные маршруты через океанические пространства. Мамонты и вечная мерзлота.
Разговор о будущем климата и попытках вернуть старых гигантов в мир живых существ, чтобы они помогали сохранять баланс природы, перемещать почву и регулировать климатические режимы. Проекты Возрождения, Мамонты, Телецины и Мемориалы США исследуют путь к возвращению мамонтов через гибридизацию, моделируя древних гигантов. Ученые надеются начать первые гибриды к 2027 году. Но эта идея остается спорной и бурно обсуждаемой в научных кругах. Нежеланные последствия возвращения мамонтов – тема философских и этических размышлений. Может ли человек вмешиваться в хронику жизни на Земле и вернуть исчезнувшее? Горный карликовый опоссум – редкий зверь, который может проводить 7 месяцев в году под снегом. Их численность менее 2000. Ученые планируют постепенно выпускать опоссумов в лес, чтобы помочь им адаптироваться к меняющимся условиям. Целакант – живое ископаемое, древний хранитель океанов. Эти рыбы живут до 100 лет, выходя из своих подводных пещер только ночью. Усилия по сохранению вида продолжаются, чтобы сохранить ключ к нашей эволюционной памяти. Жизнь в тропических морях, коралловые рифы, брахиоподы, фузулиниды, трилопты, древнейшая роль в эволюции, исчезнувшая после многих катастроф. Большинство существ на грани исчезновения. Гипотезы варьируются от удара астероида до вулканической активности. Новые открытия. Следы приспособления Земли к удару космоса. Фуллерены и молекулы, заставляющие нас думать о том, как огромный космический камень мог изменять путь жизни на планете. Устойчивость природы проявляется в том, что жизнь ищет пути продолжения даже после самых темных эпох. Устойчивость природы. Тема, которую мы повторяем снова и снова. Природа находит пути возрождения даже после столкновений с гигантскими угрозами. Это урок для современных исследований и технологий. Если мы будем внимательны к мелочам, к каждому звуку, к каждому сигналу, к каждому виду, мы сможем понять, как поддерживать баланс и что значит жить рядом друг с другом на одной планете. Другие вымирания – Девонская, Триасово-Юрская, Мел-Палеогеновая. Подобно цепочке домино, каждое событие меняло направление жизни. Обсуждения ученых приводят к новым теориям. Астероидные удары, вулканические выбросы, климатические колебания – все они формировали биологическую карту Земли. Теории вымирания динозавров – самая популярная версия, говорит о падении астероида, который создал пепельное небо и холодную зиму. Но вместе с тем возникают и альтернативные гипотезы. Вулканическая активность Индии и плато Декан, токсическое воздействие газов и длительная нехватка пищи. Долгосрочные последствия – темное небо, исчезновение травоядных и цепные реакции в пищевых цепях. Миры восстанавливаются, но на пути к восстановлению требуется время, осознание и осторожность. В этом смысле история подводной аудиосвязи между дельфинами и их гарантированная дружба матерью и детенышем стала символом того, как тонкая нить общения между существами может менять судьбы. И вот мы, люди, стоим на перепутье между тем, что мы знаем, и тем, чего еще не знаем. Подводная аудиосвязь между матерью и детенышем дельфина стала метафорой того, как внимательное слушание может стать мостом между мирами. Мы учимся не только слышать, но и слышать так, чтобы понимать. В каждом свисте дельфина, в каждом щелчке, в каждом эхе история, которую стоит слушать всерьез. Мы знаем, что язык дельфинов не просто набор звуков, а целый мир смыслов, который требует терпения и чуткости. Мы учимся, наблюдаем, анализируем. И даже если ответ далеко не ясен, мы не должны забывать. Ключ к пониманию лежит в открытом сердце и в умении слушать ту волну, которая пересекает наши границы и соединяет нас с теми, кто живет рядом с нами, в глубине океана и за его горизонтом.